Торнадо – одно из самых разрушительных стихийных бедствий на нашей планете. Изменение климата влияет на причины их возникновения. Ученые подсчитали, что появление торнадо участились, и это число растет с каждым годом. Климат меняет не только их количество в год, но и их силу, а также регионы, в которых они могут появиться. Поэтому, как мне кажется, важно узнать о торнадо. А перед тем, как начнем, не забудьте подписаться на канал. Большое спасибо! Смерч или торнадо – это мощный атмосферный вихрь. Он представляет собой узкий столб вращающегося воздуха, который соединяет облачную массу с земной поверхностью. Смерчи могут иметь скорость вращения от 40 до 300 км в час и причинять огромный ущерб. Кстати, само слово «смерч» происходит от древнерусского «смерч», что обозначало «черная туча». Образуется торнадо практически мгновенно, и с одной стороны кажется, что случайно. Удачей будет поймать его в действии, а еще больше в зарождении. Изучение этих опасных вихрей затрудняет непредсказуемость направления движений. Какова вероятность, что торнадо пройдет над метеостанцией, неизвестно. Но даже если оно пройдет, то не факт, что от аппаратуры что-то останется, так как сильный ветер сносит все на своем пути. Все эти факторы затрудняют ход исследований. Look at that! Look at that roof flying in the air. Первым условием для формирования торнадо это появление суперячейки, то есть сильная гроза плюс мезоциклон. Тут расскажу немного поподробнее. Несколько ветров с противоположным направлением двигаются параллельно друг другу на разной высоте. И между ними образовывается закручивание в горизонтальные вихри. Если в этот момент происходит столкновение теплого воздуха с нагретым солнцем на поверхности Земли, он сталкивается с этим горизонтальным вихрем, делая этот вихрь вертикальным. Так формируется мезоциклон. Мезоциклон – это крупный вращающийся воздушный поток внутри грозового облака. Когда воздух поднимается и конденсируется, высвобождается теплота, которая усиливает это вращение. С каждым новым притоком теплого влажного воздуха с поверхности Земли и охлаждением верхних слоев облака вращение становится все сильнее. Таким образом, процесс начинает усиливать сам себя. Так и рождается суперячейка – гроза с мощным продолжительным вращающимся восходящим потоком. Это поистине впечатляющее и опасное явление природы, которое требует тщательного изучения. Суперячейка – это одна из самых сильных гроз, известных человеку, высота которой порой превышает 10 км, а в диаметре может достигать 50 км и более. Этот монстр, не меняясь, может просуществовать около 4-5 часов, а скорость восходящих потоков внутри суперячейки достигает 50 метров в секунду. Обычно сопровождается сильными ливнями, сверкающими молниями, крупным градом диаметром около 10 см и более. Вернемся далее к процессу формирования. Итак, у нас есть мезоциклон, который всасывает теплый и влажный воздух. Этот восходящий поток, отдав энергии суперячейки, остывает и уже холодным потоком выходит на большом расстоянии от центра шторма. И в этот момент появляется боковой ветер, который вновь сталкивает этот нисходящий поток в мезоциклон, закручивая его. При этом, естественно, он опускается вниз. Получается два вихря, один из теплого влажного воздуха, который втягивается в суперячейку, а второй из холодного и сухого ниспадающего воздуха, надутый боковым ветром. Так образуется стеновое облако. Стеновое облако – это низко расположенная облачная формация, которая обычно прикрепляется к основанию мезоциклонного грозового облака, часто являясь признаком потенциального торнадо. И уже из-за основания этого стенового облака опускается узкая воронка. И когда уже эта воронка касается поверхности Земли, в этот момент смерч достигает того вида, который мы обычно и привыкли видеть. Но самое интересное то, что последний этап формирования смерча, то есть момент, когда смерч выходит из стенового облака, для ученых остается загадкой. Торнадо готов к разрушительному шествию,
снося все на своем пути. Это стандартная очередность образований, но при тех же условиях не всегда оно появляется. Поэтому порой ученые называют формирование смерча природной случайностью, так как трудно определить совокупность факторов образования. Как вы думаете, у меня получилось объяснить процесс формирования? Напишите в комментариях. Look at that! What a monster! Okay, guys. Just crossing the road right in front of us. Как торнадо заканчивается? Это небольшая часть видео. Обычно гроза сама себя и уничтожает. Как это происходит? Мы помним, что теплый влажный воздух, который находится вдоль поверхности, затягивается в торнадо, Зона всасывания. а холодный также продолжает снижаться, накапливаясь у основания смерча. Далее холодный поток закольцовывается вокруг воронки, отрезая поток теплого воздуха. Так торнадо медленно душит само себя и задыхается. Разновидности торнадо. Торнадо могут иметь различные формы и размеры, что часто зависит от окружающих условий и силы ветра. Вот основные виды торнадо по форме. Клин – это самые широкие торнадо, которые могут достигать ширины более 1 километра. Они выглядят как огромный клин, опускающийся из облака к земле. Эти торнадо обычно являются наиболее разрушительными. Веретено – это самые узкие торнадо, которые выглядят как тонкая веревка. Они могут быть менее мощными, но все же способны причинить значительный ущерб. В конце своей жизни многие торнадо принимают эту форму. Воронкообразный. Этот вид торнадо имеет форму перевернутого конуса, расширяющегося от земли к облаку. Это одна из самых распространенных форм торнадо. Цилиндрический. Торнадо, которые имеют цилиндрическую форму, выглядят как прямые столбы, соединяющие Землю с облаком. Они могут быть очень мощными и разрушительными. Сложные торнадо. Этот вид торнадо состоит из нескольких вихрей, вращающихся вокруг общего центра. Они могут быть особенно опасными из-за множества сильных ветров, действующих одновременно. Понимание различных форм торнадо может помочь в их идентификации и оценке потенциальной опасности. Суперячейковые торнадо. Эти торнадо образуются в результате сильных гроз, тех самых суперячеек. Они обычно являются самыми мощными и разрушительными. Несуперячейковые торнадо. Эти торнадо формируются без наличия мезоциклона. Водяные смерчи. Это торнадо, которые формируются над водоемами, такими как океаны, озера и большие реки. Пошел. А ну иди, ребят. Да. Пылевые вихри. Эти торнадо формируются в условиях, когда не присутствуют сильные грозы или мезоциклоны. Они возникают в результате восходящих потоков воздуха и обычно менее мощные и разрушительные. Огненные смерчи. Эти вихри образуются при сильных пожарах, когда восходящие потоки горящего воздуха создают вращающееся движение. Огненные смерчи могут быть очень опасными из-за наличия огня и дыма. Снежные торнадо. Это редкие торнадо, которые образуются в зимних условиях, когда сильные восходящие потоки воздуха создают вращение в снежных бурях. Каждый тип торнадо имеет свои особенности и условия формирования, которые необходимо учитывать при прогнозировании и принятии мер безопасности. This is incredible. This is absolutely insane. And it's gonna go forever. Итак, поговорим о классификации. Сила торнадо классифицируется с помощью шкалы Фудзиты, которая была разработана японским ученым Тецуя Фудзитой в 1971 году. В 2007 году была введена усовершенствованная версия шкалы. Она используется для оценки разрушительного воздействия торнадо на основе повреждений, которые они наносят строениям и растительности.
Вот классификация силы торнадо по улучшенной шкале Фудзиты. EF0 – слабый торнадо. Скорость ветра 105-137 км в час. Может сорвать часть крыши, повалить деревья и сломать крупные ветки. EF1 – умеренный торнадо. Скорость ветра 138-177 км в час. Может сорвать крыши домов, перевернуть передвижные дома, повалить больше деревьев. EF2 – сильный торнадо. Скорость ветра 178-217 км в час. Серьезно повреждены крыши и стены домов, выбиты окна, вырваны деревья с корнями. EF3 – очень сильный торнадо. Скорость ветра 218-266 км в час. Дома могут быть разрушены, автомобили подняты в воздух и переброшены на значительное расстояние. EF4 – скорость ветра 267-322 км в час. Сильно повреждены дома, могут быть разрушены большие здания, транспортные средства становятся снарядами. EF5 – скорость ветра более 322 км в час. Дома полностью разрушены, все структуры сильно повреждены, возможно огромные разрушения и потери. Эта шкала помогает метеорологам и спасательным службам оценивать потенциальную угрозу торнадо и принимать соответствующие меры для защиты населения. Какие самые разрушительные торнадо в истории? Зрелище ветряного столба, которое с огромной силой поднимает в воздух тонны пыли, мусора и воды, всегда вызывало у людей трепет и ужас. Мощные торнадо способны нанести значительный ущерб имуществу и здоровью человека. И до сих пор нет эффективных методов борьбы с этими природными явлениями. Yes, that's gonna hit that house. Oh, poor house. Вот 5 самых сильных и разрушительных торнадо в истории. Мэттонский смерч. 26 мая 1917 года образовался торнадо, который получил название Мэттонский смерч. Он бушевал 7 часов и 20 минут, пройдя 500 километров по территории штатов Иллинойс и Индиана. Диаметр воронки достигал 1 километра. От этого торнадо погибло 110 человек, а тысячи домов были разрушены. Торнадо 3 штатов. Этот смерч считается самым разрушительным и смертоносным торнадо в истории США. Он образовался 18 марта 1925 года и в течение 3,5 часов двигался по территории штатов Миссури, Иллинойс и Индиана, преодолев 350 километров. В то время не существовало систем предупреждения о торнадо, поэтому погибло около 700 человек. Скорость ветра достигала 300 км в час, а диаметр воронки колебался от 800 метров до 1,5 километра. Торнадо поднимал в воздух дома, школы, животных и людей, а затем обрушивал их на землю с высоты десятки метров. Торнадо Уичита Фоллс. Большинство торнадо на Земле возникает в центральной части Техаса и его окрестностях. Так, в 1958 году недалеко от Техаса образовался мощный смерч со скоростью ветра более 450 км в час. Ущерб составил около 15 миллионов долларов и погибли десятки людей, тела которых были разбросаны на многие километры. Торнадо в Даулатпуре и Сатурии. Самым смертоносным торнадо считается смерч, обрушившийся 26 апреля 1989 года на Бангладеш. Сила ветра составляла более 350 км в час, что хватило для того, чтобы разрушить несколько небольших городов. Смерч прошел 80 километров. Погибли 1300 человек, 12 тысяч были ранены. Торнадо разрушал дома, оставив 80 тысяч человек без крова. Торнадо в Оклахоме. Мир знает немало охотников за торнадо, которые любят снимать разрушительные смерчи. Один из них, Тим Саммерс, погиб во время очередной погони за бурей вместе со своим 24-летним сыном и коллегой. Гигантский смерч резко изменил направление и ударил их по машине. В мае 2013 года в Оклахоме было зафиксировано несколько крупных торнадо, один из которых 20 мая сформировался около южного пригорода Оклахома-Сити. Скорость ветра достигала
322 км в час, а диаметр воронки 3 км. Торнадо прошел 27 километров по густонаселенному району, нанеся ущерб в $3 миллиарда и убив 24 человека. Как ученые исследуют формирование торнадо и для чего охотятся на них? Ученые стремятся понять, как формируется торнадо во время грозы. Если им удастся это выяснить, они смогут заранее предупреждать о надвигающейся опасности. Их цель – собрать как можно больше данных о процессах, происходящих внутри грозы. Поиск торнадо можно сравнить с поиском иголки в стоге сена. Если подойти слишком близко, смерч может вывести из строя аппаратуру и нанести вред ученым. Профессиональные охотники на торнадо оснащены высокотехнологичными сканерами, но такая работа всегда связана с риском для жизни. Немедленно разворачивайтесь! Смывайте! Однако, находясь на расстоянии 1-2 км от вихря, шансы собрать важные данные значительно возрастают. Охотники же за торнадо исследуют эти опасные явления по нескольким важным причинам. Первое – понимание механизма образования торнадо. Ученые стремятся понять, как формируется торнадо, какие условия этому способствуют, и почему некоторые грозы создают смерчи, а другие нет. Эти знания помогут в дальнейшем предсказывать возникновение торнадо с большей точностью. Вторая причина – раннее предупреждение и безопасность. Чем больше данных будет собрано о торнадо, тем точнее и оперативнее можно будет предупреждать население о надвигающейся опасности. Это позволит эвакуировать людей и принять меры для снижения ущерба. Совершенствование технологий. Сбор данных о торнадо помогает в разработке и улучшении технологий для прогнозирования и мониторинга этих явлений. Это включает в себя создание более точных радаров, датчиков и других инструментов. Научные исследования. Изучение торнадо способствует развитию метеорологии как науки. Новые открытия могут привести к более глубокому пониманию атмосферных процессов и климатических изменений. По сути, ученые создают что-то вроде рентгеновского снимка грозы, надеясь увидеть место возникновения торнадо. Чем быстрее они обнаружат, формируется смерч или нет, тем быстрее синоптики смогут отправить предупреждение, что может спасти множество жизней. Также нужно не забывать, что фотографы и видеографы охотятся за кадрами этого поистине эпичного зрелища. Один такой выезд может принести месячный гонорар. Что делать, если на тебя надвигается смерч? Когда на вас надвигается смерч, важно действовать быстро и следовать определенным рекомендациям, чтобы обеспечить свою безопасность. Например, если вы дома, первое, что нужно сделать, это найти укрытие. Подвал или нижний этаж здания – это наилучший вариант. Если подвала нет, найдите внутреннюю комнату без окон, например, ванную или кладовку. Не забудьте закрыть все окна и двери, чтобы минимизировать риск попадания обломков. В укрытии используйте матрасы, подушки или одеяло для защиты от падающих обломков. Закройте голову и шею руками. И помните, держитесь подальше от окон. Отойди от окна! Которые могут разбиться от ветра и летящихся обломков. Если вы оказались на улице, срочно ищите укрытие. Найдите ближайшее здание и войдите в него. Если нет зданий, ложитесь в ров или низину, прикрыв голову и шею руками. Важно избегать автомобилей и не пытаться уехать на машине. Торнадо может перевернуть или подбросить ее. Если вы находитесь в машине и не можете найти укрытие, оставайтесь пристегнутым. Наклонитесь ниже уровня окон и прикройте голову руками.
В общественных местах, таких как торговые центры или кинотеатры, следуйте указаниям сотрудников. Найдите внутренние помещения без окон и оставайтесь там до конца шторма. Чтобы быть готовым к подобным ситуациям заранее, следите за прогнозом погоды. Установите приложение на смартфон, которое отправляет предупреждение о торнадо, и слушайте местные новости и радио для получения актуальной информации. Обсудите с семьей или соседями план эвакуации и место укрытия. Подготовьте набор экстренной помощи с водой, едой, медикаментами и другими необходимыми вещами. Самое главное – оставаться спокойным и действовать быстро. Эти меры помогут минимизировать риск и защитить вашу жизнь и здоровье. Yeah. We need to be careful. Способы борьбы с торнадо. На данный момент нет технологий или методов, которые бы позволили остановить это природное явление, как и способов вызвать его. Однако существуют методы, которые помогают снизить риски и сократить ущерб. Основные методы борьбы с торнадо включают: ранняя система предупреждения, использование метеорологических радаров, спутников, систем мониторинга для раннего обнаружения торнадо и предупреждения населения. Мобильные приложения и оповещения по радио и телевидению помогают информировать людей о надвигающейся угрозе. Планирование и подготовка. Разработка планов действий на случай торнадо, включая определение безопасных мест в домах и общественных зданиях. Регулярные тренировки и обучение населения правильным действиям при угрозе торнадо. Строительные нормы и стандарты. Укрепление зданий и сооружений в регионах, подверженных торнадо. Использование прочных материалов, усиление конструкций, установка штурмовых окон и дверей, а также строительство специальных убежищ. Устройство специальных подземных или надземных убежищ, способных выдержать сильные ветры и попадание мусора. Такие убежища должны быть доступны для населения и обеспечить достаточную вместимость. Образование и информирование. Проведение образовательных программ и кампаний, направленных на повышение осведомленности населения о действиях при угрозе торнадо, распространение информации о способах защиты и первой помощи. Использование технологий. Применение современных технологий, таких как дроны и беспилотные летательные аппараты, для мониторинга и оценки торнадо в реальном времени. Разработка новых методов моделирования и прогнозирования поведения торнадо. Международное сотрудничество и обмен опытом. Обмен знаниями и лучшими практиками между странами и регионами, подверженных торнадо. Совместная работа ученых, метеорологов и специалистов по чрезвычайным ситуациям для разработки эффективных стратегий борьбы с торнадо. Эти методы не могут полностью устранить угрозу, но они значительно снижают риски и помогают лучше защищать людей и имущество. Мифы о торнадо. Миф: торнадо никогда не проникают в город. Реальность: торнадо могут возникать в любых местах, включая горные регионы. Высота и рельеф местности не могут полностью предотвратить их появление. Миф: открытие окон в доме может снизить давление и предотвратить разрушение. Реальность: открытие окон не оказывает значительного влияния на давление внутри дома и не предотвращает повреждения. Гораздо важнее найти безопасное укрытие, например, в подвале. Миф: торнадо никогда не пересекают реки, озера или другие водоемы. Реальность: торнадо могут проходить через любые водоемы и не зависят от наличия воды на их пути. Миф: автомобиль – хорошее укрытие от торнадо. Реальность: автомобиль не является безопасным укрытием, если вы находитесь в автомобиле во время торнадо. Лучше всего найти ближайшее здание или углубление в земле и укрыться там. Миф: торнадо всегда видны издалека. Реальность: торнадо могут быть скрытыми дождем или пылью, и их может быть трудно заметить, особенно ночью. Миф: только большие торнадо опасны. Реальность: торнадо любой силы могут быть опасными и причинять значительные повреждения. Маленькие торнадо также могут быть смертельно опасными. Миф: торнадо двигаются всегда в одном направлении. Реальность:
Торнадо могут менять направление и скорость, и их траектория может быть непредсказуемой. Интересные факты о торнадо. В среднем в США проходит 1200 торнадо в год, больше, чем в каком-либо другом месте на нашей планете. Этот регион так и называется «Аллея торнадо». I think we're still good. I think we're fine, but we're almost in the debris cloud here. This is absolutely unreal. Смерч иногда появляется без грозы, фактически в ясную погоду и на очень большой высоте. Торнадо образуется только в каждой четвертой суперячейке. Торнадо могут формироваться и над озерами. В отличие от морских, они слабы и обычно рассеиваются, не достигнув берега. Могут развиваться ветры со скоростью до 40-50 км в час. Торнадо может образоваться из-за сильного пожара. Торнадо в южном и северном полушарии вращаются по-разному. Торнадо в северном в 98% случаев вращаются против часовой стрелки, а в южном – по часовой. Механизмы возникновения торнадо не изучены на сегодняшний день до конца. Потому что в одинаковых условиях может как возникнуть смерч, так и попросту ничего не произойти. Но признаков возникновения этой стихии ученые обнаружили достаточно много. Берегите себя и помните о правилах безопасности. Не забывайте подписываться на канал, впереди еще много полезного и интересного. Спасибо, что досмотрели до конца.